Мы готовы пригласить в эфир нашего нового гостя, разрешите мне его представить, его никогда не было у нас в эфире, и, если честно, я прямо очень сильно его ждала в нашем эфире, потому что это касается моей деятельности профессиональной, то, чем я занимаюсь последние 10 лет, расследований, потому что в эфире у нас будет Игорь Михайлович Волобуев, бывший вице-президент «Газпромбанка», банка нашего зрителям, очень знакомого банка, которому мы посвятили огромное количество расследований, и я надеюсь, что мы сможем вкратце пробежаться по некоторым вопросам с Игорем, но изначально нам нужно обязательно объяснить контекст, каким образом так получилось, что к нам в эфир из Украины выходит целый вице-президент «Газпромбанка». Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. Расскажите, зрители... пожалуйста, как вы оказались в Украине и что вы там сейчас делаете? Я уехал из России 2 марта. Подвигло меня сюда уехать то, что Россия развязала уже полномасштабную войну с Украиной 24 февраля. Я всю жизнь был, на самом деле, тесно связан с Украиной. Я здесь родился, прожил 18 лет. Еще в советское время уехал учиться в Москву. И так получилось, что там остался жить. В общей сложности я прожил в России 33 года. И 24 февраля мне начали звонить мой отец, который все это время жил в Украине, мои друзья, знакомые. Это был очень тяжелый разговор. Я никогда не слышал таких голосов, знаете, вот приглушенных. Люди боялись, они где-то в основном все прятались. Город Ахтырка, где я родился, оказался одним из первых городов, который на себе ощутил весь ужас русского мира. Там уничтожен практически жилой микрорайон, дачный сейчас. И, знаете, мне очень многие тогда, 24 числа, сказали, что им за меня стыдно, что я не имею права больше называть себя украинцем и ахтырчанином. Если я буду сидеть в Москве и продолжать делать вид, что ничего не происходит. И уже 24 числа, вот просто утром, я понял, что все. И я больше просто не буду жить в России. Я уезжаю в Украину. Еще в 2014 году я дал себе слово, что если русские танки придут в Ахтырку, а они пришли, прямо в город вошли, я поеду воевать за свой город. И первое решение, которое я принял, оно, может быть, совершенно безумным было. Я уже собрался полностью. Хотел на машине доехать до Грайворона, это на стороне России, Белгородской области. Оттуда самое короткое расстояние для моей Ахтырки. Я хотел нелегально перейти границу, 54 примерно километра, и прийти в Ахтырку. И рано утром я уже... Все, у меня уже рюкзак был собран, я уходил. То есть вы уезжали на войну фактически из кресла вице-президента «Газпромбанка». Вы работали там до самого начала войны? Да, то есть я не увольнялся, я был действующим вице-президентом, когда собрался уезжать. Меня остановили, то есть я позвонил ребятам, парень, с которым, знаете, я в детский сад с ним ходил, а он в таможне служил. И он мне сказал, это невозможно, тебя убьют просто. Ну, не делай этого, есть другие пути. И я в результате улетел, там не сразу билеты можно было взять, это такой массовый исход из России был. За эти 2 месяца из России уехало 500 000 человек. И билетов не было, я взял билеты тут на 2 марта в Стамбул. И уехал. Ну и благополучно добрался в Украину. Что я здесь делаю сейчас? Я приехал, заявил, что я хочу воевать за Украину. Мне заявили тут же, что это невозможно.
по нескольким причинам. Первая причина, что я даже в армии не служил, у меня есть военная кафедра в институте, я лейтенант запаса трубопроводных войск. Я закончил керосинку в Москве, институт нефти и газа. Мне сказали, что этого недостаточно, нужно иметь боевой опыт. И что в Украине таких людей полно. Мне там даже видео из Ахтырки присылали, люди в очереди стояли в военкомат. Первое время, знаете, какая была здесь нехватка оружия для людей, которые готовы были с оружием защищать свою родину. Взятки платили. Знаете сколько? 5 тысяч до 5 тысяч долларов доходил. Люди на войну шли, их не брали, они платили деньги, чтобы их взяли. Можете себе представить? Вот. Игорь, разрешите еще, наверное, для контекста нашим зрителям будет интересно узнать и понять, потому что, поймите нас тоже, не каждый день так поступают члены высшего управления такого знакового для российской системы банка, как Газпромбанка, банка, на котором фактически, без которого там становление коррупционной системы путинской было бы невозможно. Да? Это один из столпов там, на одном уровне с ВТБ, я не знаю, с «Газпромом» и с другими крупными госкомпаниями. «Газпромбанк» — это важнейший винтик в путинской системе. И, конечно, мы не каждый день видим человека, который вот до 2 месяцев назад входил в правление такого банка. А как вы думаете, я подразумеваю, что у вас на работу, наверное, вы до этого работали в «Газпромбанке», в «Газпроме», а потом только в «Газпромбанке». Я так понимаю, что вас на работу должен был и устраивать, перемещать лично Миллер, судя по вашей должности. Смотрите, я вас поправлю, я не был членом правления Газпромбанка. Вы были вице-президентом. Я был вице-президентом, там в Газпромбанке на самом деле много вице-президентов, вот реально очень много. Я не имел отношения к текущей деятельности банка. Если вы занимались расследованием Газпромбанка, вы должны знать, что Газпромбанк — это такой аэродром для сбитых летчиков в «Газпроме». Безусловно. Может, вам скажут о чем-то фамилии бывших членов правления «Газпрома». Ярослав Галков, член правления бывший Николай Дубик, который был юристом главным в «Газпроме». Вот их по разным причинам убрали из «Газпрома» и отправили на должности первых вице-президентов «Газпромбанка». Знаете, это вот как бы людей отправляют в ссылку. Почетная пенсия. У них вроде... Да, у них там все хорошо, но они где-то там проштрафились, но не настолько проштрафились, чтобы их, знаете, вот вообще выбросили. Со мной была история такая, что в 2014 году стало известно просто службе безопасности, не в 2014, а в 2015, что я имею проукраинские взгляды, я ходил на марши мира, который Немцов организовал. Я, будучи заместителем начальника департамента по информационной политике «Газпрома», такая длинная зубодробительная должность, фактически я был начальником пресс-службы в то время. Я ездил по Москве на машине с украинской ленточкой. И у меня сзади была на стекле наклейка, на которой было написано «Я украинец, мы не враги». И это с таким украинским орнаментом. Месяцев 7 я вот так колесил по Москве. Короче, они узнали, меня вызвали, сказали, что, значит, мы знаем, что ты не с нами. И мне предложили пойти в Газпромбанк. Я занимался пиаром промышленных активов. У Газпромбанка есть машиностроительные предприятия. Вот. И меня вот спрашивали, кто там должен был, я не знаю, принять меня на работу, там, за меня слово сказать. Я понимаю, что у них там большие проблемы сейчас. Они же с самого начала исследуют этот вопрос, как этот чувак вообще попал в «Газпром», почему он там 16 лет проработал, как случилось так, что, значит, он в «Газпромбанк» потом перешел, а оттуда в Украину с намерением воевать. Вы понимаете, да, какие проблемы у этих всех там людей, которые... Да, безусловно. Прям у них прям в ближайшем окружении оказался такой, как это принято сейчас говорить, предатель. Да. Предатель. Ну да. Вы упомянули... Меня начальник, знаете, как называл? Как? Когда я еще работал в «Газпроме». АУНовцем. АУН – это Организация украинских националистов. Да. Он это в шутку говорит, но видите, в каждой шутке какая доля правды. Так вот, я знаю, Миллер звонил Акимову, чтобы меня взяли на работу.
Ну то есть я правильно Потом начал. предположила, вас на уровне Миллера утверждали, то есть это все-таки подразумевает ваша позиция. Ну, звонил Акимов, меня взяли, позвонил, сказал, что вот есть такой Волобуев, рекомендую. Мгм. Вот приедем там все. Вы За это сказали, я что думаю. Газпромбанк это традиционное место для сбитых летчиков, но еще Газпромбанк это традиционное место для детей путинской элиты. Прямо сейчас в Газпромбанке на зарплате трудится Ксения Шойгу. Она занимается проектом восстановления Кронштадта, порта, но почему-то числится на пейроле в Газпромбанке. До этого там работал Сергей Иванов, сын Сергея Иванова. И там же, я думаю, что вам работала, возможно, даже девушка, которую вы могли знать, потому что работала в пресс-службе. Ее звали Ольга Рожкова, и также она была известна как Ольга Сечина. Она получала зарплату в районе 35 миллионов рублей и при этом не появлялась в России абсолютно. Это, соответственно, супруга вторая Игоря Ивановича Сечина, которая несколько лет числилась сотрудницей Газпромбанка. Скажите, пожалуйста, то есть, во-первых, видели ли вы этих людей, которые числятся и получают зарплаты из этого квазигосударственного банка? И насколько это было нормально? Сколько еще детей было устроено туда таким же образом? Слушайте, слава богу, я не пересекался с этими всеми названными вами людьми. Я знал, что они там работают. Ну, Роман Ротенберг, например, на 5-м этаже в одном офисе сидел, Потрясающе. приезжал. Потрясающе. Он Он тоже что там делал? президент, ничего не делал. У него там приемная была. Это офис на Балчук 7, там был раньше офис, в том числе. Ну, там это не весь аппарат сидел. Они уже оттуда съехали. Вот Роман Ротенберг на 5-м этаже приемную имел точно так же. Приезжал иногда с охраной. И просто я не знаю, что он там делал. Он ничего не делал. Там есть такие люди, которые только числятся советниками, ну, в основном вице-президента. Вот. Синкевич, сын Синкевич. Он там Почему? тоже И числится. тоже ничего не делал? Ну вот мне все-таки, из всех больше всего мне понравилась жена Сечина, которая... Да. Мгм. Это просто вы громкие фамилии сейчас называете. Я там добавляю кого-то, да, из Мгм. громких фамилий. Там полно людей, фамилии которых вам вообще ничего ни о чем не скажут. А вам кто-то звонил и Я говорил, вам возьмите его на работу, или как это все устроено? про кого вы сейчас Ну спрашиваете? вот про детей, про людей, которые занимают номинальные должности в Государственном банке и... Ну, я их на работу, конечно, не принимал. Я же не в Мгм. кадровой службе работал. Ну, вот они как-то работали. И тем более, если они на работу не ходили, то ну, на особые условия. Вы говорите 35 миллионов рублей Зарплата у Сечиной, зарплаты? да, 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 да. В месяц. М? Нет, В в год, месяц. годовой доход. Годовой доход. Мгм. Ну, я вам скажу, что у меня был годовой доход в банке, ну, наверное, миллионов 13, может, Ну 14. вот видите, Ну, где-то вы не так 12. хорошо работали, как Ольга Сечина. Надо Ну, да. устроиться уметь еще, конечно, да. А расскажите немножко вашу работу с пиаром, с пиар-службой. Вот вчера мне пришло письмо, например, об отдыхе Дмитрия Киселева, который в каждом своем выпуске сейчас упоминает Газпромбанк. Делает он это в исключительно положительном ключе. И вот, согласно письму, которое я получил, ему отдых в Дубае оплачивает Газпромбанк. Вот каким-то вот таким сопровождением людей, которые работают в госкомпаниях, там, не знаю, оплата блокировок, не знаю, блока на негатив в эфире, этим занимался Газпромбанк при вас или как? Ну, я точно не имел к этому отношения, потому что, смотрите, еще раз, меня отправили в Газпромбанк, в тихий уголок, в тихое место, сиди там спокойно, занимайся заводами, пароходами. То есть я уже не отвечал, я не был политической какой-то фигурой в Газпромбанке, в отличие там, от Газпрома. Потому что уже все знали, что этот чувак он неблагонадежен. Его отправили туда, где он якобы мог, он не должен был представлять никакой угрозы. Видите, прошло сколько, 7 лет, и оказалось, что надо было меня тогда еще решить. Не могу вам ничего про это сказать. То есть, смотрите, в Газпромбанке есть департамент корпоративных коммуникаций, он называется. Я к нему не имел отношения. То есть, это вот, грубо говоря, весь пиар банка. Они занимаются всеми текущими вопросами, сопровождают информационно. Я к этому не имел отношения, я занимался только
промышленные активы. То есть я проводил пресс-туры в разные точки мира, я снимал фильмы научно-популярные, такие, знаете, как легкие для детей. Мне было комфортно это делать, потому что они никакой пропаганды на самом деле в себе не содержали. Имиджевыми мероприятиями занимался довольно крупными. Ну вот украинские СМИ, цитируя ваше интервью первое, когда вы только появились в Украине и стали говорить открыто и громко, цитировали вас и говорили, что вы вроде бы как занимались пиаром Украины как нехорошего, неплатежеспособного, значит, партнера Российской Федерации, который то ли приворовывает газ, то ли не оплачивает его в должной мере. Вот расскажите про это чуть подробнее. Это касается периода моей работы в «Газпроме». Извините. Я же в «Газпроме». Угу. Ну, то есть, до того, как попасть в «Газпромбанк», вы сами немножко мою раскрыли биографию. Я проработал 16 с лишним лет в «Газпроме» с 99 года по 2015. Меня туда пригласили тоже. Я был в пуле журналистом, я до этого работал в газете «Сегодня». Журнал «Компания» был такой деловой журнал. И я писал о нефтяных компаниях, в том числе о «Газпроме». И я был в пуле, и меня пригласили, говорят, ну, нам нужен человек рядовым бойцом. То есть, чтобы вы понимали, я никогда не был блатным. И за примерно, я не помню, там, года 2, наверное, я стал замначальника пресс-службы. При этом перед этим я написал заявление об уходе. Я из «Газпрома» увольнялся 3 раза. В 2002 году я писал заявление, даже приказ вышел о моем увольнении. Потом еще была история в 2013, по-моему, 2012 году. У меня там были такие принципиальные соображения по поводу одного блатного парня, которого мне засунули в управление. Я отказался подписывать ему всякие документы, потому что как начальник управления я обязан был это сделать. Я написал тоже заявление об уходе. Вот. Так вот, по поводу Украины. Я, да, принимал участие в газовых войнах 2005-2006 год. Это первая была газовая война. Потом самая крупная и шумная, когда отключили газ, который транзитом шел через Украину вообще до нуля. 2 недели он не поступал. Это 2008-2009 год. Да, такой вот за мной грех. Это, конечно, все очень интересно. Я смотрела тоже кусочек вашего интервью на Радио Свобода, если не ошибаюсь, где вы сказали, что Путина нужно судить и повесить. Я была удивлена такой радикальной формулировке. И, конечно, ну, то есть я не могу не спросить про то... Я могу понять, какой путь вы прошли, смотря на ваш родной город, на ваше родное место и то, как туда заходят русские танки. Но скажите, как бы какой вы видите выход из этой ситуации? Что и как должна сделать Россия, ну, помимо отвода войск очевидных, помимо очевидных вещей, чтобы когда-то и как-то вернуться к нормальной жизни и нормальным отношениям с миром? Знаете, здесь в Украине я часто слышу про россиян, что уже поздно каяться. У вас был шанс и было время. Вы его упустили. Это меня касается. Более того, я считаю, что моя вина вдвойне, потому что если просто человек родился в России, там, знать не знал, никакого отношения не имел к Украине, это одна история. Вот. А другая история – это то, что я все-таки украинец. Я родился в Украине, я всегда считал Украину своей родиной. Поэтому мне каяться гораздо больше придется, это точно. Что надо сделать? Я надеюсь, что такие каналы, и как ваш, они помогают россиянам одуматься. Я многих людей знаю, которым, знаете, нужно, вот, может быть, последний толчок дать, и они что-то сделают. Они тоже начнут протестовать, не просто на улицу выходить, а что-то более серьезное делать для того, чтобы власть в России сменилась. Абсолютно. Мы действительно пытаемся пробиться через эту стену, и каждый из нас может сделать больше. И простите меня, пожалуйста, что я прям так в лоб говорю, но
Я не могу не воспользоваться возможностью, что, конечно, там лучшим способом, чтобы Путина действительно когда-нибудь судили, это, чтобы добиться этого, нужно, чтобы такие люди, как вы, такие люди, как ваши коллеги из «Газпрома» и «Газпромбанка» рассказывали нам, помогали нам докапываться до правды и до вот этих вот слабых мест в путинской системе, до того, как они прячут свои деньги, как они воруют целиком, не то что уже не компаниями, уже а секторами экономики они воруют. И я очень надеюсь, Игорь, что, возможно, я не знаю, вы нам когда-то сможете рассказать про больше и про «Газпром», и про «Газпромбанк», и про, я уверена, про людей, с которыми вы сталкивались, потому что и это слабое место путинской России, путинского режима. И это то, что резонирует, и то, как мы стараемся достучаться до нашей аудитории. Я вам напоминаю там про дворец. А зачем дворец Путина? Расследование «Он вам не Димон». Вы смотрели? Оно про «Газпромбанк». Досмотрел я, естественно. И, конечно, там, ну, то есть я сейчас держу себя за руки и пытаюсь не спрашивать вас и про то, почему «Газпромбанк» дал $500 миллиарда кредита управляющей компании Медведевой. Что там делает Илья Елисеев, который зампред правления «Газпромбанка» Илья Елисеев и при этом главный кошелек Медведева. И, конечно, я надеюсь, что мы будем, от таких людей, как вы, и от вас лично будем узнавать больше и больше, что вы нам приоткроете дверь в этот мир, и мы сможем честным образом рассказать действительно про то, как путинский режим я, к счастью, имел отношение вот ко всему, о чем вы говорите. В этом смысле мне спится спокойно. Ну что ж, тогда будем надеяться, что ваши бывшие коллеги окажутся в честном мире и Давай заговорят... еще спросим, погоди, пожалуйста. А как вы думаете, вот вы с Миллером же знакомы лично, как Миллер лично относится к войне? Ну, слушайте, я же не работаю уже в «Газпроме», сколько, 6 с лишним лет. Ну, просто ваше мнение. То есть, когда я уходил, это был 15-й год, уже, да, война шла, уже оккупация Крыма была и все остальное, война на Донбассе. Ну, я с ним по работе встречался, когда заменял пресс-секретаря «Газпрома» иногда, Сергея Куприянова. Да. Вот. Это было не часто, ну, он либо болел, либо по каким-то причинам он отсутствовал. Вот. У меня таких разговоров, естественно, не было с Миллером про жизнь, грубо говоря. То есть только по работе. Ну, иногда бывает видно, знаете, когда человек, я не знаю, искренне поддерживает, разделяет условно там вот то, что Путин пропагандирует, а когда, как вы, условно отводит глаза и старается не высказываться на какие-то темы. Нет, не стоит от него ожидать, что он глаза начнет отводить. Он не будет? И хотенит Путина. Вот, доверенный. Ну, смотрите, сколько, 21 год он управляет уже, ну, от имени Путина «Газпром». Да. Это большой срок. Это огромный срок. И почти 40 лет уже скоро будет, 35 лет уже носит портфель за ним метафизически и помогает Путину. Ну, вот. Но, тем не менее, он же получил какие-то за это игрушки, типа футбольного клуба «Зенит» своего любимого, значит, который теперь лишается Еврокубков, судя по всему, и так далее, и так далее. Как вы думаете, о лишении такого человека вот этих благ, по крайней мере, из-за санкций, да, то есть все равно какие-то миллионы, наверное, миллиарды у него в России останутся, но он не сможет этими благами, как он привык, пользоваться впредь. Это на него повлияет или нет? Ну, вы видите, пока не влияет. Ну, еще раз, это один из самых преданных, на мой взгляд, людей Путину. Не стоит ожидать, что он возьмет вдруг и, я не знаю, куда-нибудь сбежит. Ну, во всяком случае, не первым точно. Ну, у меня такое ощущение. Если я ошибаюсь, это будет очень здорово. Ну, слушайте, люди сбегают, у вас там как-то подозрительно часто начали совершать самоубийства люди в «Газпроме» и около газпромовских структур, а какие-то, очевидно, происходят движения, ну, то есть я не знаю уж, насколько они фундаментальные, насколько они приведут к чему-то, но очевидно, что как-то пошатывается. Да, иногда может показаться, что лучше сбежать, чем закончить жизнь вот так самоубийством, причем, возможно, неожиданным для людей, которые его совершили.
Мгм. Ну, мне сложно говорить от других, я могу только за себя отвечать. Я никуда не сбегал, у меня не было никаких проблем в России, в Москве и на работе. Э, Невозможно, понимаете, сбежать на войну. А, Не было никакой опасности там, в моей жизни, я не знаю, чему-то еще. Если бы я сбегал, я бы, наверное, сбежал в какую-нибудь благополучную страну, подготовившись, а не потеряв все и оставив в России. Я не жалуюсь. Я сделал то, что я сделал. Но я даже не готовился, поймите. Все, что у меня с собой было, это там 10 тысяч долларов наличными, карточка, которая Газпромбанковская, не работает нигде, потому что она виза. Вот. Понимаете, для меня было очень важно быть честным. Я приехал в Украину разделить судьбу своего народа. Может быть, для кого-то громкие слова, но я себе не подстелил соломки, знаете, мне некуда отступать. У меня нет зарубежных счетов, зарубежной недвижимости, второго паспорта какой-нибудь благополучной страны. И это честно, здесь люди потеряли не только имущество, жизни, здоровье близких, и многих убили, десятки тысяч людей уже погибших. И я в этом смысле честен перед собой. У меня ничего тоже нет. Спасибо большое за то, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо за ваш поступок. Очень было интересно послушать и вообще просто узнать, что так тоже бывает. И такие люди в тех местах, о которых мы делаем свои расследования, такие люди там тоже бывают. Я надеюсь, что мы не последний раз вас видим в эфире, Игорь. Приходите еще.